Попытка прорыва обороны. Северокорейцы уходят с линии фронта. Узбекистан обсуждает ошибку футболиста Хусанова, а действия Трампа приведут к разочарованию. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. Что происходит на линии фронта и на что нацелилась армия Путина? Трамп действует на нервы европейцам. Западная пресса пишет о напряжении между США и Европой. К чему приведет поведение республиканца и что вызывает оптимизм? Зеленский заявляет об удержании буферной зоны под Курском, а в Германии избирателей завлекают на участки пивом. Детали громких событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаю. Путинская армия пытается прорвать оборону ВСУ сразу на нескольких участках фронта. В оперативно-стратегической группировке войск Хортица говорят, что это происходит на Краматорском и Торецком направлениях в Донецкой области. Боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка, уточняют ВСУ. Тем временем аналитики Американского института изучения войны пишут о том, почему россияне уделяют такое огромное внимание захвату населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области. ВСВ считают, что, скорее всего, такая информационная активность связана с попыткой сформировать у лидеров стран Запада некое представление о ситуации на поле боя в Украине и тем самым ослабить международную поддержку. Генштаб ВСУ также сообщает, что россияне особо активны на Покровском направлении. Что происходит там и могут ли кремлевские войска пойти на Днепропетровскую область, до которой остаются считанные километры? Есть ли в этом смысл? Эти вопросы мы задали ветерану российско-украинской войны, военному аналитику Алексею Гетьману. Смысл, конечно, есть для них, потому что они хотят выйти на границы Донецкой области, полностью ее контролировать. Это приказ ихнего командующего Путина, что полностью контролирует Донецкую и Луганскую область. Это как одна из целей их специальной военной операции. Тут очевидно, что они смогут, скорее всего, дойти все-таки до административных границ Днепропетровской области. Там осталось несколько километров. Вполне возможно, что им это удастся. Дальше они смогут ли они дальше продвигаться, это вряд ли, потому что они, скорее всего, займут господствующие высоты, какие там есть, или просто удобное место расположения и попробуют там закрепиться. То, что могут, это по вопросу Днепропетровской области, по вопросу Павлограда и Днепра, точнее, города. Но за 24 год россияне смогли продвинуться на максимальное расстояние, на которое они продвинулись от линии фронта на конец 23 года. Это было 60 километров в сторону Покровска. То есть за год у них скорость продвижения примерно 60 километров. Значит, для того, чтобы дойти с такими темпами до Павлограда, надо еще 1,5 года, до Днепропетровска, до Днепра 2 года. ЕС продлил санкции против России, и даже Венгрия во главе с Орбаном на это согласилась, но потребовала в обмен гарантии энергетической безопасности от ЕС. Венгерский министр иностранных дел заявляет, что Европейская комиссия должна выполнить еще одно условие – потребовать от Украины гарантий. Европейская комиссия взяла на себя обязательство защищать газо- и нефтепроводы, ведущие в государства-члены Европейского Союза. Было четко заявлено, сохранность энергетической инфраструктуры, обеспечивающей страны ЕС, является вопросом безопасности всего Европейского Союза. Кроме того, Европейская комиссия требует от Украины гарантий для обеспечения поставок нефти в ЕС. Трамп действует на нервы европейцам своими заявлениями и угрозами о захвате Гренландии. Кроме того, в ЕС с осторожным оптимизмом относятся к словам республиканца, которые касаются завершения войны в Украине. Об этом пишет «Политика». В частности, лидерам ЕС понравилось, что Трамп не церемонился с Путиным и несколько дней назад выдвинул ему ультиматум: либо заключаем сделку, либо будет только хуже. Это позитивный сигнал, пишут авторы материала. И сторонники Украины воспринимают это в более широком смысле, как доказательство того, что он понимает важность войны так же, как и они, и не бросит Украину или союзников по НАТО в своих предстоящих переговорах с Путиным.
Политика со ссылкой на европейских чиновников пишет, что оптимизм в Европе появился еще и после того, как Трамп укомплектовал свою администрацию, далее цитата, «видными ястребами в отношении России», например, Марком Рубио. При этом в Европе уверены, что Трамп должен заключить такую сделку, которую бы Путин не воспринял как возможность для перевооружения, для нового наступления. К тому же республиканцу придется что-то дать взамен как Путину, так и Зеленскому. В случае с Украиной речь, конечно же, о гарантиях безопасности. Аналитики тем временем уверены, что Трамп в ближайшие годы точно разочарует своих избирателей своими решениями. Люди, которые голосовали за Трампа, иногда возлагают огромные надежды на то, что он сделает страну совершенно другой, что он обратит вспять те тенденции, которые вызывают у них наибольшее недовольство, будь то большое количество людей иностранного происхождения или изменения в культуре, которые им не нравятся. И неизбежно, и я должен сказать, это касается любого президента, не только Трампа. Многие из этих людей будут разочарованы. А как вы считаете, станет ли Трамп, о котором сейчас так много говорят, тем спасителем или человеком, достойным Нобелевской премии мира? Пишите свои варианты в комментариях. Северокорейцы отошли с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. Об этом говорят украинские военные, которые воюют в российском приграничье, сообщает Sky News. То, что их нет на фронте, событие скорее временное. Военные Ким Чен Ына, вероятно, осознали свои ошибки, которые допустили во время первых попыток штурмовать позиции ВСУ. Сейчас часть может находиться на лечении, кроме того, ожидать подкрепления. Sky News также сообщает, что северокорейцы ранее нанесли удар по российским войскам и их позициям. Проблема никуда не исчезла. Между оккупантами РФ и КНДР существует языковой барьер. О другом барьере, но уже реальном, заявил Зеленский. Он говорит, что Украина сохраняет буферную зону в Курской области, чтобы не дать россиянам совершить новое наступление на Сумы или же Харьков. О напряженной и непростой обстановке в зоне проведения операции ВСУ, которая, кстати, длится с августа прошлого года, мы также поговорили с военным аналитиком. Станет ли Курская область разменной монетой в будущих переговорах между Москвой и Киевом? Поэтому на Курщину они будут давить, я думаю, пока идет давить дальше еще сильнее. Потому что пока идут разговоры о том, что будет просто телефонный звонок между Трампом и Путиным, возможно, будет в ближайшее время какая-то встреча, и там будут аргументы выкладываться со стороны Путина и контраргументы со стороны Трампа. И если будет наши войска во время даже телефонного разговора с Трампа с Путиным на территории, то аргумент «доводить ситуацию реалии на земле», он уже не работает. И Путин это прекрасно понимает. Поэтому они будут, я думаю, там давление усилится. Хотя, с другой стороны, ради бога, усиливайте. Мы тоже это понимаем и тоже готовим наши контраргументы. Прозевали они вторую нашу Курскую операцию 6 января, прозевали. Я думаю, они прозевают еще не одну нашу операцию. И, возможно, это будет даже не Курская область, а другая. Британия и Канада ввели санкции против представителей режима Лукашенко. В ограничительные списки попали 10 физических и 12 юридических лиц Беларуси. Такие действия, в частности Канады, стали ответом на псевдовыборы президента в республике. Известно, что в черные списки попали госорганизации, которые по указанию режима постоянно совершали грубые и систематические нарушения прав человека путем репрессий и насилия. Также в санкционных списках оказались предприятия ВПК Беларуси, которые производят и поставляют военную технику России. Высокопоставленные должностные лица этих предприятий также попали под санкционный удар. Сегодня мы посылаем четкий сигнал Александру Лукашенко. Канада не будет молчать в то время, как его режим продолжает попирать права и свободы белорусов и поддерживать полномасштабное вторжение России в Украину. Мы по-прежнему солидарны с белорусским народом, а также с белорусскими демократическими силами, и мы продолжаем поддерживать их усилия по установлению реальной демократии в Беларуси. Напомню, накануне Лукашенко уже в 7-й раз объявил себя президентом. Демократический мир отказался признавать его легитимность.
Без репрессий, гонений и запугивания со стороны силовиков Германия показывает, как можно проводить выборы. Впервые крупный немецкий город Дуйсбург собирается раздавать бесплатное пиво избирателям за отданный голос. Так хотят повысить уровень явки немцев на избирательные участки и укрепить демократию. Каждый проголосовавший получит от города по бокалу пива, которого, как отмечают в администрации Дуйсбурга, хватит на всех. Немцы уверяют, что такое поощрение работает. Похожая акция уже проводилась на прошлогодних выборах в Европарламент. Правда, тогда пиво было безалкогольным. Футбольные фанаты продолжают обсуждать ошибку узбекского футболиста Абдукадира Хусанова, который провел свой дебютный матч в составе английского футбольного клуба «Манчестер Сити». 20-летний защитник только недавно был представлен как игрок основного состава команды, но уже потерпел фиаско в матче против Челси. В течение первых 3 минут игры Хусанов допустил ошибку, которая позволила соперникам открыть счет. Пишут футбольные обозреватели. Эту ошибку видели и миллионы футбольных фанатов. Сначала он попытался головой сбросить мяч голкиперу, но передача получилась слабой. После Хусанов вновь неудачно сделал передачу и, пытаясь исправить ошибку, сбил полузащитника Челси. В британских СМИ дебют узбекского спортсмена назвали ужасным и кошмаром. А вот главный тренер клуба Пеп Гвардиола заявил, что выступление Хусанова было не самым лучшим стартом. Он не знает английского, поэтому я еще не разговаривал с ним. Возможно, мне придется выучить узбекский или русский, но парень точно будет в порядке, он извлечет из этого урок. Кстати, несмотря на ошибки, Манчестер Сити одержал победу и вновь оказался в топ-4 турнирной таблицы. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.